Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Атыступа буквально означает «родовой обрыв». Именно так в Швеции называют каменистые обрывы и пропасти, которые во множестве встречаются в скандинавском ландшафте. А еще атыступа, иногда встречается и написание «эттеступа», это шведское наименование ритуального самоубийства. И это первое событие, потрясающее героев фильма Ари Астера «Солнцестояние», после того, как они приезжают в закрытую от внешнего мира общину шведских язычников Хорга. Вообще подобный ритуал самоубийства людей старшего возраста встречается в истории многих культур и народов, и, соответственно, происходить и называться он может по-разному. Я не буду погружаться в детали. Замечу только, что в XIX веке шведская интеллигенция на волне национального патриотизма обрушилась с критикой всякого допущения существования такого варварского обычая у прогрессивных европейцев. И говорить или писать об атыступе как о реальной исторической практике стало неприлично и едва ли неприступно. Впрочем, в наши дни именно слово «атыступа» часто используется в Швеции, например, при всякого рода критике пенсионного законодательства. А информационные щиты, установленные у обрывов атыступ на туристических тропах, осмотрительно и осторожно сообщают, что легенды могут быть правдой. Кстати, заключительные кадры в эпизоде ритуала атыступы не компьютерная графика, а изготовленные дизайнером искусственных моделей Иваном Пахарнаком объекты имитации. В «Солнцестоянии» вообще не так уж много компьютерной графики. Там, где это было возможно, создатели фильма отдавали предпочтение традиционным механическим спецэффектам и всякого рода традиционной для фильма ужасов бутафории. А еще замечу, что «Солнцестояние» – один из немногих фильмов, в котором страшные, пугающие, отталкивающие события происходят при очень ярком дневном свете. Верования и традиции, которые практикуют жители общины Хорге в фильме «Солнцестояние», это довольно произвольная, эклектичная смесь североевропейского язычества, оккультизма, нумерологии и других подобных вещей. Возможно, вы заметили, что в фильме неоднократно встречается цифра 9. Праздник, который происходит один раз в 90 лет, должен длиться 9 дней. В жертву приносят именно 9 человек. При сложении двух цифр каждого возраста перехода членов общины в новый статус к следующему периоду жизни или событию, а это 18, 36, 54 и 72 года, всегда получается цифра 9. Камень, на котором оставляют кровь своих рук совершающие атыступу мужчина и женщина, расчерчен именно на 9 частей. И даже оригинальное название фильма «Мидсоммар» состоит из 9 букв. Откуда же взялась эта девятка? В скандинавской мифологии считается, что мировое древо Игдрасиль состоит именно из 9 миров. Эти 9 миров условно делятся на 3 нижних, 3 средних и 3 верхних мира. Само слово «Игдрасиль» буквально означает скакун Игга. Иг, то есть страшный, это одно из имен верховного бога асов Одина. Имя мирового древа Игдрасиль представляет собой таким образом характерный для поэтической речи кеннинг. Суть кеннинга в том, что вместо одного конкретного существительного используется как минимум 2 других, описывающих предмет или понятие слова. Например, вместо обычного слова «битва» говорится и пишется «метель копий» или «буря мечей». Вместо «меч» – огонь битвы, вместо «корабль» – вепрь волн. Могут быть и многосоставные кеннинги. Например, воин может быть назван ясенем бури мечей. Для виселицы в скальдической поэзии обычно используется кеннинг скакун висельника. Название Игдрасиль скакун Игга, то есть Одина, связано с тем, что однажды Один якобы пригвоздил себя копьем к мировому древу и провисел на нем 9 дней и ночей без еды и питья. Таким образом, в жизнеописании Одина тоже присутствует цифра 9. А потом Один утолил жажду священным медом, после чего ему открылись руны.
Считается, что первые из рун Один начертал копьем на мировом древе собственной кровью. Таким образом, Игдрасиль — это виселица Игга, то есть Одина, на которой он провисел те самые 9 дней и ночей. Кстати, ритуальный камень с рунами, расчерченный на 9 полей, на котором при исполнении аттеступы мужчина и женщина оставляют свою кровь, тоже может ассоциироваться именно с Игдрасилем, на котором Один писал собственной кровью руны. Таким образом, члены общины символически как бы соединяют свою кровь с кровью Одина. Число 9 встречается и в других мифологических представлениях. Так, у Йотуна мирового моря Эгира и его жены-сестры Ран было 9 дочерей волн. Среди них были волна, отражающая небо, пульсирующая волна, наводящая ужас волна, мучающаяся волна, волна с кровавыми волосами, цепкая волна, волна-вал. Такая детализация волн неудивительна для мифологии народов моря. Это естественно, что человек особенно детально различает то, что для него важно. Художники, например, могут видеть более 20 разных тонов черного цвета, а народы севера различают несколько десятков видов снега. Страж богов и соединяющего 9 миров древа Игдрасиля Хеймдаль считается сыном Одина и вот этих 9 великанш волн. Интересно, что в средневековой христианской культуре тоже нередко встречается цифра 9. Прежде всего, это распространенное почитание 9 достойных. Иногда также встречаются такие определения этих 9 персонажей, как 9 принцев, 9 бесстрашных, 9 героев, 9 мужей славы. В эту почитаемую девятку входили 3 язычника – Гектор, Цезарь, Александр Македонский, 3 иудея – Иисус Навин, Давид, Иуда Маковей и 3 христианина – король Артур, Карл Великий, Готфрид Бульонский. Немного позже появилась и женская девятка, так называемые доблестные жены. Впрочем, среди девятки женщин были преимущественно мифические амазонки и малоизвестные нашим современникам древние царицы. Наиболее распространенными практиками празднования Дня летнего солнцестояния в европейских странах являются разжигание костров, ритуальное погружение в водоемы и всякого рода гадания. Огненное жертвоприношение становится сюжетным финалом фильма. Эпизоды с водой в фильме тоже есть. Кстати, напомню, что фильм Ари Астера «Солнцестояние» имеет 2 версии. Прокатную длительностью 148 минут и полную режиссерскую, которая длится 170 минут. Я обычно обращаюсь к полным версиям фильмов. Так вот, в фильме есть и огонь, и вода, а гадать приходится зрителям. И прежде всего это разгадывание множества рисунков и рун, которые очевидным образом имеют связь с событиями фильма. О рисунках я, возможно, расскажу в другой раз. А сейчас немного о рунах, которые в фильме «Солнцестояние» встречаются, что называется, на каждом шагу. Мне встречалось немалое количество попыток расшифровать их смыслы. Но, на мой взгляд, не стоит преувеличивать возможность такой именно через руны интерпретации фильма. Во-первых, на любительском уровне часто используется недостоверная и противоречивая информация о рунах, а режиссер и сценарист Ари Астер при всей его несомненной добросовестности в изучении материала все же не профессионал в сложной сфере рунистики. Во-вторых, даже на серьезном научном уровне не всегда доподлинно установлено первоначальное значение рун. И даже не во всех случаях точно разделено, что из подобных изображений является письменностью, что другого рода символами, а что вообще гаданием. При встрече с разного рода попытками толкования рун мне порой вспоминаются карты Таро, которые тоже предназначены именно для толкования и интерпретации. Попытки же рассматривать сегодня руны как источник неких прагматичных, утилитарных тайных знаний – это большей частью или наивность, или целенаправленная манипуляция. Причем в последнем случае обрывки и остатки давних изживших себя традиций и знаний обычно максимально романтизируются и подаются как некое якобы высокоэстетическое и даже духовное явление.
Вот примерно такой манипуляцией и занимаются члены общины Хорга в фильме «Солнцестояние». Актуальность, правдивость и, не побоюсь этого слова, польза фильма Ари Астера в том, что в нем показано настоящее лицо, а лучше сказать личина подобного рода сообществ. За солнцем, цветами, улыбками, рунами на самом деле кроется тотальный обман, лицемерие, омерзительные ритуалы и смерть. Причем тайна в рунах действительно может быть. Вопрос в ценности этой тайны для наших современников, даже если подобные практики и не используются во зло. Проведу параллель. Дети, например, часто придумывают некую игру в виде особого языка общения, особые слова, знаки, которые будут знать только они, чтобы с помощью этих знаков, слов, сигналов тайно общаться при посторонних. В этих детских знаках действительно есть тайна для непосвященных. Но какова ценность и значимость этой тайны? Например, в древности у многих народов существовал запрет на упоминание имени медведя. Но это запрещенное первоначальное имя медведя впоследствии даже и забылось. И какова же ценность этой великой тайны? Вот даже если кто-то каким-то образом узнает настоящее первоначальное имя медведя, то что? Разве, называя зверя его древним тайным именем, такой человек станет повелевать дикими медведями? Если кто-то сомневается, то лучше, конечно, проверить такую версию, стоя у клетки в зоопарке, а не возле медвежьей берлоги в лесу. Такие тайны значимы разве что для исторических и филологических исследований. Занимательно, кстати, что своего рода руны иногда создает сама природа. Имею в виду рунит, который известен также под такими названиями, как еврейский камень, еврейский шпат, рунический гранит, письменный гранит, учительский камень, гранит апостола Матвея. Это разновидность гранита пегматита, в котором в полевом шпате есть упорядоченные вкрапления, можно сказать, врастания кварца. В результате на ровном сколе или полированной поверхности такого камня виден своеобразный рисунок. В зависимости от особенностей конкретного экземпляра такого камня, а также от зрительного опыта конкретного человека и направляющих его фантазию ассоциативных связей, эти изображения могут напоминать руны, библейские скрижали, тамгу, клинопись или даже математические формулы. Фильм Ари Астера «Солнцестояние» может быть отнесен как к жанру триллера, так и к жанру фольк-хоррора. Фольк-хоррор – это подвид или субжанр фильмов ужасов, хоррора, в сюжете которого активно используются народные верования, легенды, сказания, традиции, обряды, ритуалы. Впервые определение фольк-хоррор было употреблено в рецензии на фильм 1970 года «Кровь на когтях сатаны», но тогда оно осталось практически незамеченным. Активно пользоваться этим термином стали уже в 21 столетии. Причем начали называть так и некоторые ранее вышедшие фильмы, такие как, например, культовый британский триллер 1973 года «Плетеный человек». «Солнцестояние» вначале задумывалось Ари Астером как страшная сказка с уклоном в слэшер. Напомню, слэшер – это поджанр фильмов ужасов, в которых убийца преследует и фактически беспричинно убивает группу людей с помощью острых или режущих предметов. Интересно, что в одном из интервью режиссер упомянул волшебника из страны Оз в качестве некоторого сюжетного образца. Но затем на творческих планах сказались личные переживания Ари Астера от его расставания с девушкой. В результате в фильме значительно усилилась психологическая линия взаимоотношений главных героев. Впрочем, это не уменьшило внимание к фольклорной антропологической основе сюжета. Сам Ари Астер говорил, что в немалой степени вдохновлялся культовой монографией Джеймса Фрезера «Золотая ветвь». Можно сказать, что фильм «Солнцестояние» является небольшой энциклопедией характерных для Европы, в первую очередь для Скандинавии, ритуалов, традиций, верований. Кроме всего уже упомянутого, в фильме видим и ритуал вкушения последней пищи, и известную под названием «Кровавый орел» казнь, это то, что сделали с Саймоном, и обряд майского дерева, и очень многое другое.
Собственно, фильм Ари Астера «Солнцестояние» является типичным произведением постмодернизма, в котором каждый зритель может найти что-то свое. Кого-то из любителей жанра хоррора привлекут нетривиальные, действительно ужасные кадры и эпизоды фильма. Кто-то обратит внимание на глубоко проработанную психологию личностных отношений главных героев, кто-то будет с увлечением разгадывать многочисленные рисунки и расшифровывать руны, а кому-то доставит удовольствие распознавание многочисленных ссылок на древние традиции, культы и мифологию. Всего доброго и до новых встреч!